мои видео смотрит достаточно большое количество фанатов серии игр Left 4 Dead, и я абсолютно уверен, что среди вас есть любители спидранов от команды No Aimbot, которую вы также можете знать как PCI Gaming. Это первая команда спидранеров по Left 4 Dead 2, в основном составе которой находятся игроки высокого уровня, успевшие внести достаточно большой вклад в игру еще до основания команды. Помимо них в создании принимают участие и другие не менее значимые игроки, внося свою долю пользы, и неважно, маленькая она или большая, ведь общими усилиями у них получаются невероятно быстрые, качественные и удивительные спидраны. Как один из бывших участников команды, я бы мог вам рассказать какие-нибудь подробности или секреты, но меня просили этого не делать, и нарушать эту просьбу я, конечно же, не буду. Вместо этого я хочу поделиться с вами небольшой историей о том, как я помогал команде, начиная с самых первых соло-спидранов, какие у меня сложились впечатления и многое другое, о чем вам, думаю, будет интересно узнать. Первой картой, которую я пытался спидранить, была 4-я глава кампании «Холодный ручей». Тогда еще было объявлено, что готовое видео будет опубликовано на канале HS Top, и я просто не мог упустить эту возможность, потому что, как бы это смешно ни звучало, у меня есть мечта попасть хотя бы в одно их видео по серии игр Left 4 Dead. Но, к сожалению, результат моего прохождения оказался недостаточно быстрым, а мечта до сих пор не исполненной. Также я пытался максимально быстро пройти первую главу кампании «Мрачный карнавал», 4-ю главу кампании «Ужасный ливень» и 1-ю главу кампании «Приход». Но, как и в первом случае, они не были достаточно быстрыми по сравнению с другими участниками. Когда вышел полноценный спидран кампании «Вымерший центр», в котором взаимодействуют все 4 игрока, не знаю как у вас, но у меня тогда просто взорвался мозг. Остановиться пересматривать это видео было уже невозможно, а желание в этом участвовать будто умножилось на 2. Но если раньше для этого надо было просто ждать объявления в группе и записать готовую демку, то как участвовать в таких спидранах было не совсем понятно. Да и времени надо было бы уделять, очевидно, гораздо больше. Оно у меня появилось только после выхода спидрана кампании «Переход». И не задумываясь, я решил написать об этом одному из участников команды. На тот момент им как раз не хватало одного человека для записи 2-й главы кампании «Жертва». И на удивление, меня пригласили. С этого момента начинается самая жесть. Выкладываясь на полную силу, в поте лица и практически без перерывов, мне предстояло пройти одно из самых сложнейших испытаний – умирать возле этих бочек. На самом деле очень даже хорошо, что мне досталась именно эта задача, потому что как-то не хотелось подводить команду с первого дня совместной записи. Я даже почти ничего не говорил, молча офигевая от происходящего, пока они общались между собой. После этого меня позвали записывать «Мрачный карнавал». Во время подготовок я узнал, что во 2-й главе надо будет делать буст с помощью гранатомета. Я попросил, чтобы эта задача досталась мне, потому что еще где-то в 2011-м мы с другом обожали его использовать в режиме выживания, чтобы где-нибудь спрятаться от зомби. А во время записи к нам присоединился новый участник. И я не знаю, каким это можно назвать совпадением, но как оказалось, у меня с ним день рождения в один день. 3-ю и 4-ю главу я тоже помогал записывать вплоть до готовой демки, но когда их пришлось перезаписать, в тот момент, к сожалению, я сильно заболел. Расстраиваться мне из-за этого не было смысла, поскольку все очень хотели закончить спидран к Новому году, а времени почти не оставалось. Благополучно у ребят все получилось, и спидран опубликовали 1 января 2017 года, что можно назвать по-настоящему рождественским чудом.
Пятую главу было записывать по-особенному интересно. Мне не только снова выпала честь сделать буст с помощью гранатомета, но и довелось пострелять во время спидрана, как в обычной игре. Но из-за того, что почти все карты записываются в замедленном времени, чего команда никогда не скрывала, при обычной скорости игры выглядело так, будто я использую программу для более точной стрельбы. В комментариях под видео я уже писал, что это абсолютно не так, но на всякий случай повторюсь здесь, потому что не было никакой необходимости использовать эту программу. После успешных записей, один из участников команды, которого вы все прекрасно знаете, согласился помочь мне записать видео «Такси до нелогичных моментов в GTA 5», где он был в роли таксиста. В данной рубрике это было первое видео, в котором я решил использовать креативный подход, и вместе с Краевым оно получилось даже лучше, чем я себе представлял. В следующей кампании я рассчитывал, что будет болотная лихорадка, но по некой причине мы записывали приход, который для меня стал последним спидраном вместе с командой. Записи начались также со второй главы, и самое необычное в ней было то, что к нам присоединился еще один новый участник, который был родом из Польши, из-за чего большую часть времени мы общались на английском языке. Сама запись длилась довольно долго, поскольку на карте буквально одно за другим почти всем надо было выполнять много разных действий, и следующая глава оказалась точно такой же, но при этом запись длилась еще дольше, поскольку это одна из самых больших карт в игре, после завершения которой я смог осилить только несколько тестов для остальных карт. Между записями вместе с участником, а если быть точнее, основателем команды, которого вы также хорошо знаете, мы записали видео «Тренер смотрит на нелогичные моменты в Left 4 Dead 2». Благодаря Шаду и его огромному опыту в игре, записать видеоряд получилось за несколько минут, а он меня еще и подгонял при этом. В дальнейшем... Чуть не пропустил Оутра, а его нельзя пропускать, потому что ему уделяется ничуть не меньше силы и времени, чем для самого спидрана. Записывать для них демки было тоже очень интересно, но и в то же время сложно, потому что ты понимаешь, что все карты записаны и тебе уже не терпится увидеть готовое видео. Но все же гораздо приятнее смотреть на живые динамичные титры, ради которых стоило постараться. В дальнейшем я, скорее всего, не смогу участвовать в спидранах, поскольку надо больше времени уделять своим видео, с чем у меня, как вы знаете, проблемы. Именно это и стало причиной, почему я ушел из команды. В конце видео хочу поблагодарить всех, с кем мне довелось принимать участие в создании спидранов. От совместных записей и общения с вами у меня остались только положительные эмоции. Большое спасибо за лучшее времяпровождение в игре и желаю поскорее закончить все грядущие спидраны с максимально быстрым результатом и крутым исполнением.